Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня я хочу показать вам, как самый обычный узор можно превратить в настоящую изюминку и сделать с него оригинальную круглую кокетку. Вообще, иногда простые узоры, схемы открываются совершенно по-новому, стоит их применить в каком-нибудь необычном месте или же в другом исполнении. Сейчас вы на экране видите схему узора, с которого все началось. Увидев его, я сразу представила, какой красивый джемпер получится, если этим узором выполнить верх изделия. Потом, немного покрутив образец, я увидела, что сам мотив очень красиво раскрывается именно по кругу. В таком исполнении узор становится более, наверное, живым, что ли, так как за счет постоянного расширения вот этих листочков или кто что здесь видит, появляется объем, и при этом остается сам узор женственным и элегантным, который просто притягивает взгляд. И вот мои размышления привели к выводу, что круглая кокетка будет выглядеть еще интереснее и необычно с таким узором. И именно вот таким его вариантом исполнения я хочу сегодня поделиться с вами. Сейчас вы можете увидеть у себя на экране, как такая кокетка выглядит в готовом изделии, которое связано просто лицевой гладью. Так как узор в исполнении очень простой, я в этом видео не буду полностью провязывать образец. Я лишь хочу вам показать сегодня, как можно эту кокетку подогнать под нужный вам размер. То есть расширить ее или же наоборот сузить, сделать длиннее или же короче. Также хочу по ходу видео показать, как начинать и заканчивать вязание такой кокетки, если вы вяжете не джемпер, а, к примеру, кофточку. Еще хочу остановиться на пряже. Пряжа для выполнения этого узора подойдет практически любая. Здесь красиво будет выглядеть и гладкая, и пушистая, и тонкая ленточка, и нежное букле. Масса вариантов, море идей и фантазий может возникнуть для воплощения в жизнь вот такой красоты. Спицы здесь тоже подбираются исключительно под пряжу. Сам узор к спицам абсолютно не привередлив. Выглядит очень красиво, как в достаточно плотном исполнении, к примеру, если это тонкая шерсть, или достаточно рыхлом, если это пушистый мохер. На схеме, которую вы сейчас видите, именно кокетки, которую вязала я, здесь я постаралась показать на примере раппорта узора, как удлинять или же укорачивать эту кокетку. Также здесь указаны стандартное расширение кокетки. Как его дополнительно расширить или же сузить, я буду показывать на примере маленького образца. Итак, все, о чем я говорила ранее, хочу вам показать на примере двух раппортов этого узора. Изначально здесь набираются петли, исходя из того, что один раппорт узора составляет 4 петли. Я набрала 11 петель. Так как у меня будет поворотное вязание, я буду показывать, как применить этот узор для вязания, к примеру, кофточки или кардигана. Поэтому у меня два раппорта, это 8 петель, одна петля симметрии будет в конце ряда, чтобы правая и левая сторона изделия получались симметричными, и, соответственно, 2 кромочные петли. Итак, провязывая первый ряд, который идет сразу после горловины, для любого размера нужно увеличивать количество петель, чтобы горловинка села красиво на фигуре. Итак, первая это у меня кромочная петля, я ее просто переснимаю.
Кто вяжет по кругу, соответственно, у вас ее нет, и вы этот момент не провязываете. Далее идет 1 лицевая петля, накид, обычный накид. Далее 3 лицевые, 2, 3, накид, лицевая, накид, 3 лицевые и накид. Я закончила раппорт узора. Если вы вяжете по кругу, вы далее вяжете по схеме лицевая, накид, 3 лицевые и так далее. Если же вы вяжете поворотными рядами, тогда вам нужна петля симметрии. Это будет лицевая. Точно так же она провязывается, как в начале ряда. И ряд заканчивается кромочной петлей. Все четные ряды, круги в этом узоре провязываются изнаночными петлями. При поворотном вязании это изнаночные петли, при вязании по кругу, соответственно, это будут лицевые петли. Накиды провязываются здесь открытой изнаночной петлей. Второй ряд я провяжу вместе с вами, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Не все, конечно, зрители, но начинающим мастерам, возможно, это будет полезно. Итак, я провязала одну изнаночную, дошла до накида. В этом узоре я бы не рекомендовала прятать дырочки, потому что сам узор может потеряться. Но это зависит от пряжи. Если, к примеру, вы вяжете из мохера, из какой-то пушистой пряжи и рыхлое вязание, можно, конечно, здесь спрятать накид, убрать эту дополнительную дырочку и провязать этот накид скрещенной изнаночной петлей. Вот таким вот образом. Но если это гладкая пряжа, я бы не рекомендовала это делать, потому что сам узор потеряет свою изюминку. Поэтому провязывается открытой изнаночной петлей. Вот таким вот образом. Далее идет 3 изнаночные петли. Вновь дошла до накида, его провязываю открытой изнаночной. 1 изнаночная, накид открытой изнаночной петлей. И вот таким образом провязывается то количество раппортов, которое вы посчитали нужным для своего изделия. Третий ряд также провязывается для всех размеров одинаково. То есть вот этот первый раппорт узора до первой ступеньки, он провязывается для всех абсолютно размеров одинаково. Итак, третий ряд. Кромочную переснимаю. 1 лицевая петля, накид, 1 лицевая, 3 вместе лицевой с наклоном влево. Вы можете делать с наклоном вправо, если вам удобнее, или же центральную петлю вторую делать, как вам понравится. Я рассказываю сейчас больше о сути и применении этого узора. Далее 1 лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, вновь 3 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, накид, петля симметрии здесь лицевая, как и в начале ряда, и кромочная петля. Пятый ряд продолжаем вязать для всех размеров одинаково. Кромочная, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, 3 вместе лицевой, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, накид, 1 лицевая, 3 вместе лицевой, 1 лицевая и накид. Я закончила вязать раппорт узора, провязываю петлю симметрии и кромочную. Я провязала 5 рядов. 6-й ряд я вяжу по рисунку, точно так, как показывала 2-й ряд. Далее 4 ряда или же 4 круга лицевой гладью. Потом переходим к выполнению второй части раппорта узора в высоту. И вот там я буду уже рассказывать о нюансах, если вы хотите расширить, сузить кокетку. Итак, я провязала первый полураппорт узора. Далее, смотрите, если вы вяжете на маленький размер, к примеру, XS или S, и будете делать расширение в каждом полураппорте узора, у вас в общем получится изделие оверсайз. Если вы хотите, чтобы изделие сидело по фигуре, тогда для этих размеров нужно прибавление делать 1 раз
в раппорте узора. То есть не каждые пол раппорта, как у меня начало схемы, которое вы видели, а через раз. Вот один раз после лицевых идет смена полураппорта узора. Один раз вот здесь вы делали прибавление в первом ряду, а в следующем полураппорте вы не делаете вообще прибавления. То есть провязывается 3 вместе, 2 лицевые, накид, лицевая и так далее. Если же вы будете провязывать по схеме, повторюсь, у вас получится широкое изделие. И наоборот, если вам нужен больший размер, к примеру, XL или 2XL, вам вот этих прибавлений будет недостаточно, у вас получится изделие очень узкое, в облипку, а вы хотите, к примеру, более свободное. Тогда наоборот, в каждом полураппорте, вот здесь, когда вы начинаете вязать, вот так мы вяжем это, так и буду показывать. Вот после лицевых петель, когда вы начинаете вязать, вы не только в первом ряду не делаете убавления 3 вместе, а не делаете, к примеру, убавления эти в 2 рядах, а только лишь в третьем делаете. Но в таком случае лучше убавление делать не с наклоном в какую-то сторону, вправо или влево, а со второй центральной петлей, чтобы листочек красиво закрывался. Итак, вот таким способом вы очень легко сможете подогнать под нужный вам размер любую кокетку. Не только вот такой вариант, а практически любую ажурную кокетку, где идут добавления за счет самого рисунка. Я же буду продолжать вязать дальше исключительно по схеме, которую прикрепила выше. Сейчас я хочу показать вам, как продолжать вязать этот узор, если вы вяжете не джемпер, где вязание у вас идет по кругу, а, к примеру, кофточку. Или же, возможно, какую-то накидку, кейп и так далее. Итак, первый ряд я буду традиционно прибавлять по 2 петли в каждом раппорте узора. Кромочная. Далее 3 лицевые петли, 2, 3, накид, лицевая, накид, 5 лицевых между раппортами узора, 3, 4, 5, накид, лицевая, накид. И заканчиваю тоже 3 лицевыми, так как здесь у меня еще есть петля симметрии и кромочной. И таким образом получается правая и левая сторона одинаковые и симметричные, нету никаких искажений вправо и влево. А вот следующий ряд лицевой начинается по схеме с убавления 3 петель вместе. Понятное дело, если вы вяжете по кругу, вы таки провязываете 3 вместе, 2 лицевые и так далее по схеме. Если же это кофточка, тогда вот это убавление 3 вместе мы разбрасываем, распределяем на начало и на конец ряда. То есть одно убавление в начале ряда, одно убавление в конце ряда. На практике это провязывается следующим образом. Кромочная, 2 вместе лицевой сначала с наклоном вправо. То есть мы здесь выполнили не 2 убавления, а лишь одно. Далее 2 лицевые петли, накид, лицевая, накид, 2 лицевые. По всему рисунку вы делаете так же, как и на схеме, 3 вместе лицевой, в моем случае с наклоном влево. Дальше 2 лицевые петли, накид, лицевая, накид, 2 лицевые. И вот вы дошли до конца ряда. И здесь вы также делаете убавление, как и в начале ряда. 2 вместе лицевой, только в конце ряда это убавление уже будет с наклоном влево. И кромочной заканчиваете. И вот таким образом у вас сформируется красивый и симметричный срез кокетки, где будет там застежка, пуговка или же молния, как вы это себе увидите в изделии. Вот таким простым способом это все подгоняется. Как подогнать такую кокетку по высоте? По высоте здесь в этом случае самый простой способ
Это когда вы провязали образец. Для этого узора образец достаточно провязывать просто лицевой гладью. Во-первых, это будет у вас 2 в одном. Вы будете знать, какая ширина вам нужна в районе груди. И будете знать, применив коэффициент, как оформить, сколько петель нужно для горлышка. И одновременно эти же замеры подойдут для вычисления ширины и высоты вот данного узора. Вот все сейчас я говорю, это касательно именно этого узора, потому что не все узоры можно приравнивать к лицевой глади. Итак, если вам нужно удлинить или расширить кокетку, вы продолжаете вязать точно по тому же принципу, по которому я вам прикрепила схему, расширяя или же не расширяя кокетку. Если вы хотите, чтобы кокетка у вас не доходила, к примеру, до проймы, вы хотите ее просто коротенькую, такую как воротничок, чтобы это только вот в районе там до груди было. Тогда вы, провязав, к примеру, 10 сантиметров кокетки, вам это достаточно, и в таком случае на все размеры вы провязываете исключительно по схеме, которую я прикрепила. Провязали 10 сантиметров, к примеру, кокетки. Далее распределили петли, как при обычном вязании от горловины регланом. Выделили регланные линии и продолжаете вязание, как обычный реглан от горловины. И тоже получится очень интересно, особенно если сами регланные линии вы выделите также вот этим узором, провязывая его по принципу, который я вам рассказывала, расширение петель. Вот эти дырочки, они и будут у вас расширением. Итак, пробуйте, фантазируйте и воплощайте все это в жизнь. Надеюсь, видео было вам полезным, вы что-то почерпнули из него для себя, а возможно, кто-то свяжет именно вот эту кокетку и покажет свои работы нам. Всем хорошего дня, до встречи на канале!